Всем привет! Сегодня хочу поговорить о разнообразии онлайн-курсов, потому что их сейчас стало не то что много, а прям очень много. Любой блогер, профессионал, непрофессионал, преподаватель, платформа, все предоставляют какие-то профессиональные знания, непрофессиональные. В общем, курсов очень много. И, в принципе, они сейчас стали достаточно популярны, потому что они доступны, вы можете расширить свои знания, вы можете что-то узнать новое, обучиться профессии, что-то поменять в своей жизни. В общем, идея очень хороша и прекрасна, но, конечно же, не все онлайн-курсы хороши и прекрасны, которые дают вам знания, которые дают вам определенные навыки. Есть очень много пустышек. Сегодня хочу поделиться конкретными признаками хороших онлайн-курсов, при которых, в общем, на которых вы будете учиться и не будете танцевать танцы с бубнами или пытаться выжать информацию. То есть все-таки онлайн-курс создан для того, чтобы передавать информацию. Вы должны в основном ее поглощать, перерабатывать, но не выцеживать ее из общего потока того, что вам дают. И первый признак хорошего онлайн-курса – это, конечно же, обратная связь. Если обратной связи нету, то это просто набор лекций, набор видео или каких-то упражнений или текстовых материалов. Это просто набор, это не курс, потому что курс – это когда вам дают информацию, вы делаете какие-то упражнения, и вам дают обратную связь. То есть вы можете уточнить, спросить, получить какое-то наставление, получить какой-то совет, просто внести какие-то свои идеи, раскрутить их и так далее. То есть обратная связь обязательно. Без нее вы просто сидите наедине с информацией и что-то с ней делаете, непонятно что, непонятно как. То есть вы, как бы, это все ваша ответственность, но если это по-настоящему хороший курс, то есть это именно курс, на котором вы хотите чему-то научиться, то вы обязательно должны обмениваться информацией с лектором, с вашими одногруппниками, с какими-то кураторами и так далее. В общем, вот этот самый взаимообмен информацией, он важен для усвоения информации, для продвижения ваших мыслей, для в принципе, дальнейшей работы для усвоения информации. А второй признак хороших онлайн-курсов – это, конечно же, дополнительные материалы. Если вам дают только видео и больше никаких источников, либо вам дают какой-то текст вообще без ссылок, без каких-то дополнительных материалов, без расширения, без ничего, вот просто голая информация, что типа я единственный носитель этой информации, и больше никто не знает этого ничего, и продвинуться вы никак не можете, потому что вот только я и вот владелец этого курса, только я это знаю. Это плохой подход, потому что на любую информацию есть очень много других источников, которые могут помочь, которые могут продвинуть, которые могут расширить ваши знания, но, конечно же, в курсе их невозможно все прям впихнуть, и поэтому хорошие создатели курсов, они дают список литературы, какие-то ссылки, какие-то дополнения, иногда просто учебники, там целую библиотеку дают учебников, которые помогут вам дальше продвигаться в том деле, которое вы выбрали, расширяться, находить ответы, задавать вам правильные вопросы. К тому же, вот если у вас появляются какие-то вопросы, вам не нужно сидеть и бесконечно просто гуглить, непонятно где, непонятно как искать эту информацию. Если вам дают дополнительную информацию, очень часто вы находите ответ там. И если вот вы хотите углубиться во что-то, то у вас есть конкретное направление, вы знаете, с чего начать, поэтому как бы если курс по-настоящему хороший, по-настоящему наполненный, то он будет с ссылками, с дополнениями, со списками литературы, то есть не жадный до информации и не жадный до информации от других источников. Третий же признак хороших онлайн-курсов – это когда у вас много домашней работы. Если у вас всего там какое-то маленькое задание, маленький тестик и больше ничего, больше никакого взаимодействия, то это очень плохо, потому что когда мы работаем с информацией, особенно онлайн, когда у нас нет прямого контакта с преподавателем, нам нужно максимально повышать количество соприкосновения, переработки с информацией, которую мы получили. А через домашнюю работу это всегда можно сделать. Особенно если есть какие-то такие творческие серии. Попробуйте ответить, там, скомпилировать информацию, попробуйте там представить, что вы там на месте другого человека, вот как бы вы поступили и так далее. То есть, когда вас заставляют обращаться к той информации, которую вы только что прослушали, например, на лекции, как-то переработать, осознать ее, понять и так далее, и как-то вот выдать какой-то свой готовый продукт, это идеально, потому что вы очень хорошо проработаете информацию, то есть вам не нужно будет специально что-то придумывать, что-то делать. Некоторые ленятся это делать или пропускают, или нам кажется, что вот мы прослушали, этого достаточно. Нет, этого зачастую недостаточно. Поэтому чем меньше домашней работы, тем хуже. Чем больше ее,
тем больше взаимодействия с информацией, тем лучше, тем лучше вы проникнете в то, что вы изучаете, и тем лучше отложится эта информация. Потому что когда мы взаимодействуем, когда мы на практике применяем знания, они хорошенечко у нас запоминаются. И еще один момент. Очень хорошо, если на курсе есть какой-то проект, который вы создаете в течение всего курса или финализируете это все дело. Потому что когда вы создаете что-то со своими руками, с самого начала до самого конца, на основе новых знаний, это вообще идеально. То есть, когда вы получаете еще какой-то готовый продукт, сайт, картинку, еще что-то, ну, то есть, неважно, если вы это получаете в конце, это вообще идеально, потому что вы прямо на практике пробуете все, что вы будете дальше делать. Потому что теория теорией, а если вы конкретно сталкиваетесь с конкретными проблемами, какими-то вещами, которые у вас будут реально вот в жизни, в той профессиональной жизни, которую вы, возможно, хотите дальше, или там в хобби, которым вы хотите заниматься, это можно сделать только на практике за счет создания проекта. Ну, как бы под проектом я подразумеваю что-либо созданное физически, либо там вы сочинение пишете, книгу пишете или еще что-то. То есть это вообще идеальный курс, если вот у вас есть какой-то такой большой проект на протяжении всей вашей учебы, и если в конце как бы это как-то так финализируется, и вы презентуете это все дело. Следующий признак нехорошего онлайн-курса, потому что в хороших этого нету. Это когда у вас голая начитка лекции, то есть когда у вас там, например, весь курс состоит просто из видео, где человек стоит на фоне белой стены и рассказывает, и все, больше ничего не происходит. Никаких графиков, никаких дополнений, списков, какой-то анимации, каких-то примеров, каких-то кейсов. Даже если он просто рассказывает что-либо, ну, возможно, он там рассказывает реальные истории, там, например, про бизнес, про еще что-то. Это уже хорошо. Но лучше, если бы он показывал все это вживую и так далее, потому что лекцию просто послушать мы и так можем. Их в интернете много. А если вы особенно заплатили, а человек стоит, бубнит ту информацию, которую, в принципе, можно легко найти, зачем эти курсы? Нам ученые уже давно сказали о том, что просто так вот вливать информацию как-то голосом и больше ничем ее не сопровождать, это не очень эффективно. И как бы ну, онлайн-курс создан не так давно, скорее всего. Это достаточно какая-то свежая информация, поэтому создатели должны понимать, что нам должно быть интересно, нас должно захватывать. Нам нужны какие-то реальные примеры, реальные картинки. Даже если просто график чертит человек, это тоже хорошо, потому что какое-то взаимодействие, какое-то движение, он все равно как-то это все рассказывает, показывает. То есть мозг у нас любит картинки, если ему показывают какие-то картинки и дополняют ее информацией, это тоже хорошо. В общем, если голые лекции вообще без ничего, это неправильно. Особенно если они еще там по 2 часа длятся, это невыносимо слушать. Хотя если у вас нет выбора, бывает такое, что нет никакой альтернативы, то придется слушать. Но если все-таки альтернатива есть, то должны быть пляски, танцы, презентации, слайды хотя бы. Это должно быть обязательно, потому что, опять-таки, это помогает вам лучше усвоить информацию. Она сразу такая переработанная, пережеванная, удобная. Вы хорошо запоминаете. Все вот эти графики, они хорошо запоминается нашим мозгом, потому что наш мозг любит образы, любит визуальную информацию, он лучше ее запоминает. И последний признак хорошего онлайн-курса – это, конечно же, актуальность информации, потому что, ну, как бы онлайн-курс предполагается, что создан не так давно. И если вы смотрите, и там реально устаревшая информация, то есть какие-то кейсы рассказывают, которые уже совсем давно никому не интересны, и есть уже новые. Когда там наука очень далеко продвинулась, а вам все одно и то же. Там еще что-то. Примеров очень много, когда вроде бы свежий курс, вроде бы все такое, но почему-то информация там 5-летней, 10-летней давности. Потому что мы чаще всего приходим к онлайн-курсам, чтобы услышать что-то новое, что-то интересное, что-то актуальное, что-то то, чего нету в медиапространстве еще, а вот человек все это там подобрал, все новенькое, составил курс и отдает нам за какие-то деньги и так далее. То есть, если информация не актуальная, то мы ее и так можем получить. Скорее всего, она уже давным-давно есть в общем доступе. Зачем нам это слушать, особенно за деньги? Все, мои хорошие, надеюсь, вам это поможет определиться в онлайн-курсах, потому что я знаю, что многие покупают. Все равно этот рынок очень большой, и он как бы востребованный. Постарайтесь не обжигаться на этом деле и вкладываться в те курсы, которые принесут вам настоящую пользу, а не просто вы послушали, забыли и пошли дальше. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.